Дональд Трамп раскрыл детали переговоров с Тегераном, которые фактически означают смену правил игры в регионе. Стратегия максимального давления принесла результаты, которые еще недавно казались невозможными. По словам президента, Тегеран был вынужден пойти на беспрецедентные технические уступки. Речь идет о передаче радиоактивных материалов, которые стали доступны американцам после точечных ударов по укрепленным объектам глубокого заложения. Важно, чтобы у Ирана не было ядерного оружия, и они с этим согласились. Иран согласился с этим и сделал это очень решительно. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей, после нашей атаки с применением бомбы Би-2. Так что мы многого добились в переговорах с Ираном. И я думаю, что все сложится очень позитивно. Всех приветствую на моем канале. С вами Александр. Обязательно подпишись и напиши свое мнение, а я продолжаю. Однако за этим успехом стоит жесткое условие. Трамп ясно дал понять, Вашингтон не будет поддерживать режим тишины бесконечно. Если дипломатический процесс не завершится официальным юридическим договором в кратчайшие сроки, американская авиация вернется к выполнению боевых задач. Для Ирана это ультиматум. Либо полная прозрачность и отказ от амбиций, либо возобновление ударов. Как вы считаете, пойдет ли Тегеран на финальную сделку или это очередные сказки Трампа? Господин президент, возобновится ли война? Я бы сказал, что если соглашения не будет, то война возобновится. Одновременно с этим администрация Трампа заявляет о прорыве на другом направлении – в отношениях между Израилем и Ливаном. Многолетний конфликт может завершиться подписанием соглашения на торжественной церемонии в Соединенных Штатах. Это прямой удар по влиянию радикальных группировок, которые годами использовали эту вражду в своих интересах. Стабилизация границы между соседями станет ключевым фактором для изменения всей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Я думаю, что мы заключим сделку, согласно которой мы проведем встречу впервые за 44 года, и Ливан встретится с Израилем. И они, вероятно, собираются сделать это в Белом доме. Подготовка к церемонии уже находится на финальной стадии. По оценкам американской стороны, осталось уладить лишь формальности. Встреча на высшем уровне ожидается уже во второй половине апреля. Это событие может стать главным внешнеполитическим триумфом Вашингтона в этом году. В завершение Трамп подчеркнул, что текущая сговорчивость Тегерана – это не жест доброй воли, а результат полного истощения их военной машины. Морская блокада и воздушные операции фактически лишили Иран флота и систем противовоздушной обороны. Президент отметил, что нынешние лидеры Ирана ведут себя разумно именно потому, что у них не осталось ресурсов для сопротивления. Блокада была невероятной по своей эффективности. Она продолжается. Они не ведут никакой деятельности. Они не могут вести никакой деятельности из-за блокады. И поэтому, учитывая отсутствие у них военно-морского флота, военно-воздушных сил, средств противовоздушной обороны, у них нет ничего. Все пропало, включая их лидеров. Теперь у них новое руководство. И мы считаем его весьма благоразумным. Эксперты сходятся во мнении, если Трампу действительно удастся реализовать обещанное, окончательно закрыть ядерный вопрос Ирана и помирить Ливан с Израилем, это станет самым значимым внешнеполитическим достижением его администрации в 2026 году. По сути, мы наблюдаем полную перестройку Ближнего Востока под диктовку Белого дома. Вот такие новости, друзья. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр. До скорой встречи. Пока-пока.